Всем привет! Меня зовут Виктория. Вы на канале о вязании крючком. Активную ссылку на свой инстаграм-аккаунт оставлю в описании под видео. Сегодня покажу еще один узор, который подходит для вязания корзины из джута без использования каната. Вяжется достаточно легко, хорошо держит форму и выглядит эффектно. Для вязания будем использовать двухниточный джутовый шпагат плотностью 1100 текс. Вязать будем нитью в 2 сложения. Вторую нить можно достать изнутри бобины, если у вас нет бумажной втулки внутри. Также можно использовать нить из 2 разных бобин или моточков. Также для вязания нам понадобится основной крючок номер 5 или 6. У меня 5,5. Вспомогательный крючок меньшего размера номер 3 или 4. Еще нужны будут ножницы и маркер для вязания донышка. О том, как связать ровное и бесшовное донышко, как с лицевой, так и с изнаночной стороны, показывала в прошлом видео по вязанию корзины. Оставлю ссылку на него в верхней части данного видео. Искать данный момент не нужно, под прошлым видео есть тайм-код, переходите, нажимайте, и видео начнет воспроизводиться автоматически с нужного момента. Итак, приступим к вязанию стеночек корзины. Вязать первый ряд будем столбиками без накида за дальнюю стенку косички. То есть вводить крючок будем в центр косички и захватывать одну полупетлю. Оставляем небольшой свободный конец нити, его мы сразу будем ввязывать в изделие. Вводим крючок, захватываем нить и провязываем первый столбик без накида. Далее вводим крючок в следующую петлю, снова захватываем нить и провязываем второй столбик. При этом вытягиваем нить до уровня петли на крючке. После провязывания столбика подтягиваем и рабочую нить, и свободный конец нити. Таким же образом продолжаем вязать далее. Провяжем самостоятельно ряд до конца и потом покажу, как выполнить соединение. Провязали первый ряд. В итоге корзина приобретает полукруглую форму. Чтобы этого не происходило впоследствии, после провязывания каждого ряда ставим на ровную поверхность и расправляем стеночки, придавая им нужную форму. В данном видео покажу новый способ бесшовного соединения каждого ряда. Провязываем последнюю петлю первого ряда, подтягиваем рабочую нить, далее вводим крючок в центр первой петли первого ряда. Захватываем нить и вытягиваем петлю. Далее достаем крючок из обеих петель и вводим крючок в обратном порядке. Сначала в последнюю провязанную петлю, а потом в предпоследнюю. Предыдущая петля должна лечь по ходу движения за петлей, находящейся на крючке. И теперь одним движением провязываем обе петли. Именно к этому узору, а также к узору галочки, этот способ соединения подходит идеально. При этом шва не видно ни снаружи, ни внутри корзины. Касаемо других узоров, все нужно пробовать только экспериментальным путем. Первая петля у нас провязана в раскол, как и нужно по узору. Следующая петля вяжется за дальнюю стенку косички. При этом не забываем вытягивать петли до уровня петли на крючке, а после провязывания подтягивать нить. Таким образом столбики будут ровными с минимальными просветами между ними. Далее до конца ряда по узору у нас чередуются 2 вида таких петель.
Это столбики без накида, только связаны они по-разному. Одна петля вяжется в раскол петли, так называемая галочка, вторая петля вяжется за заднюю стенку, полупетлю. При провязывании петли в раскол следите за тем, чтобы и с изнаночной стороны крючок вышел из центра петли. Продолжим до конца ряда самостоятельно. Снова придаем форму стеночкам корзины, провязываем последнюю петлю ряда и выполняем соединение. Предпоследняя петля связана в раскол петли, последняя петля вяжется за дальнюю стенку. Для соединения ряда снова вводим крючок в центр первой петли текущего ряда. При необходимости используем вспомогательный крючок. Итак, вытягиваем петлю и снимаем 2 петли с крючка. И возвращаем крючок на место в обратном порядке. Аккуратно одним движением провязываем эти 2 петельки. Далее все последующие ряды вяжутся абсолютно одинаково до нужной высоты корзины. Над петлей, связанной за дальнюю стенку, снова вяжется такая же петля. А над петлей, связанной в раскол, тоже петля в раскол. При вязании стараемся сразу же расправлять наши петельки, чтобы столбики были ровными. После завершения ряда наблюдается снова изменение формы корзины, как бы сужение ее к центру. Такова специфика узора. Просто после каждого ряда не забываем ставить корзину на ровную поверхность и расправлять стеночки, придавая им нужную форму. Снова провяжем последнюю петлю ряда за дальнюю стеночку и выполним соединение ряда. Единственная сложность в данном способе соединения – провязать первую петлю нового ряда, так как у нас 2 петельки идут внахлёст. В результате этого увеличивается плотность вязаного изделия в данном месте. Снова повторюсь, что при помощи крючка меньшего размера это сделать гораздо легче.
Но несмотря на маленькие сложности, столбики все равно остаются ровными и нет шва ни снаружи, ни внутри изделия. Но если данный способ не пришелся вам по душе, вы можете соединять привычным вам способом. Для наглядности провяжу еще ряд, выполним еще раз соединение и далее покажу два варианта возможной обвязки края корзины. И снова аналогичным способом выполняем соединение ряда. На что еще хочу обратить ваше внимание. Есть другие варианты исполнения данного узора. При этом виды петель остаются такими же, но может меняться их количество. Но в таких вариантах узоров есть свои нюансы, сейчас объясню. В нашем случае раппорт узора составляет две петли, одна связанная в раскол, другая за заднюю стенку, и они чередуются до конца ряда. И именно этот вариант подойдет для донышка любого диаметра, так как у нас в любом ряду донышка всегда четное количество петель, которое делится на 2. Возможен также вариант исполнения узора, когда две петли, связанные в раскол, чередуются с одной петлей, связанной за заднюю стенку. Раппорт такого узора уже составляет 3 петли. Этот вариант узора подойдет только для донышка, число петель последнего ряда которого кратно 3, то есть делится на 3. И еще один вариант узора – чередование петель 2 на 2. 2 петли, связанные в раскол, с 2 петлями за заднюю стенку. В таком случае раппорт узора будет 4 петли, и количество петель последнего ряда донышка должно быть кратно 4, то есть делиться на цифру 4. Таким образом, только первый вариант узора, тот, которым сейчас мы вяжем, подходит для любого диаметра корзин. Остальные два только для определенного диаметра. Количество петель последнего ряда донышка должно быть кратно раппорту каждого из узоров. Теперь насчет обвязки края изделия. Один из вариантов более объемный, называется рачий шаг. Название говорит само за себя, будем двигаться при вязании не по часовой стрелке, как обычно, а против, как бы пятясь назад. Для этого немного вытягиваем последнюю петлю и разворачиваем крючок назад. Вводим его под обе дужки косички, захватываем нить и вытягиваем петлю. Таким вот образом. Далее снова захватываем нить и провязываем 2 петли на крючке. Дальше повторяем те же действия. Каждый раз вводим крючок под обе дужки косички следующей петли. После провязывания петель подтягиваем нить. Если шпагат ложится неровно, сразу же расправляем его.
Продолжим далее самостоятельно и встретимся в конце обвязки. Последнюю петлю обвязки провязываем в первую петлю ряда. Круг обвязки замыкается, здесь больше не нужно никаких дополнительно делать завершающих петель. Просто необходимо обрезать нить, оставив небольшой свободный конец, аккуратно зафиксировать с помощью узелка и спрятать кончики под петли по изнаночной стороне. Если вам кажется, как впрочем и мне, что данная обвязка выглядит слишком объемной, ее можно сделать одинарной нитью. Закончив последний ряд корзины, одну нить можно обрезать, зафиксировать, а второй продолжить делать обвязку. Покажу для сравнения, обвязка на этой корзине выполнена одинарной нитью. Делайте по своему усмотрению. Второй способ обвязки соединительными петлями. Получается окантовка в виде косички по верхнему краю корзины и сбоку. Здесь мы двигаемся по часовой стрелке, вводим крючок под обе дужки косички, захватываем нить и протягиваем сквозь петлю на крючке. Стараемся при этом петли делать одинаковой величины. Продолжим далее самостоятельно. Заканчиваем обвязку, и в данном случае необходимо выполнить завершающую петлю. Для этого обрезаем нить, оставив свободный конец, и вытягиваем ее. Далее нам необходимо в точности повторить первую петлю обвязки. Для этого вводим крючок под вторую петлю обвязки, захватываем нить, вытягиваем ее и возвращаем в то место, откуда вышла она из петли. Таким образом, круг обвязки замкнулся. И нам осталось только зафиксировать нить с изнаночной стороны и спрятать кончики. Надеюсь, данное видео было для вас полезным. Всем спасибо за внимание и до скорой встречи в новых видео.